Потому что мы хотим жить в безопасном обществе и дать возможность детям, которые растут не в самых благополучных условиях, вырасти хорошими взрослыми и такое общество создать. А что для нас безопасное общество? Это когда человек, попавший в беду, может быстро и легко найти место, где ему помогут. Такое место, как теплый дом. Мы никогда не скажем нашим клиентам, что они сами виноваты или зачем рожала, потому что знаем, что вина никого не делает сильнее, что она не помогает преодолеть трудности. К сожалению, таких мест пока еще очень мало в городе. В благотворительности есть два важных понятия – адресная и системная помощь. Адресная помощь – это помощь конкретному человеку. Когда вы в соцсетях видите фотографию ребенка, которому собирают деньги на лечение, это адресная помощь и адресный сбор. Так решается конкретная проблема одного человека. Системная – это комплексная помощь какой-то группе людей. Например, фонд «Теплый дом» помогает комплексно кризисным семьям. Мы никогда не собираем деньги на конкретную семью. Нам важно, чтобы все наши клиенты получили равнозначную, равноценную помощь, независимо от своей национальности, жизненной ситуации, внешнего вида. Так мы защищаем наши семьи от стигматизации, потому что точно знаем, что помогать нужно тем, кому это больше всего нужно, а не только тем, кто вызывает больше симпатии. Таким образом решается социальная проблема всего общества. Работая системно, можно эффективно помогать гораздо большему количеству людей. Основных источников финансирования несколько. Например, субсидии и гранты. При этом гранты могут разделяться на российские и зарубежные, гранты от государства и гранты от бизнеса. Другим важным источником являются частные пожертвования. При этом их формы сейчас многообразны. Это могут быть пожертвования по СМС, пожертвования по картам, пожертвования от бизнеса и такая форма, как социальное предпринимательство. Это направление присуще НКО, когда у них, например, есть сувенирная продукция, и они могут ее реализовывать в рамках благотворительных ярмарок или своих благотворительных магазинов. Всю информацию о видах финансирования, размерах и источниках можно найти в публичных отчетах НКО. Например, бюджет теплого дома в 2019 году составил 11 миллионов 689 тысяч рублей. Частные и корпоративные пожертвования в нашем бюджете составляют 2/3 в равных долях. Первое, что хочется прояснить, это то, что некоммерческая организация – это юридическое лицо. И, как правило, ее деятельность ограничена таким документом, как устав, где как раз сказано, какими направлениями занимается организация и что является целью ее деятельности. И для некоммерческой организации эта цель не обогащение ее сотрудников или создателей. Фонд не может просто отдать собранные деньги учредителям, как это могут сделать и делают коммерческие организации. Также важно понимать, что в России некоммерческая организация платит все те же налоги, что и обычный бизнес. Для нас нет преференций. Так, если фонд что-то продает, например, сувенирную продукцию, то он платит налог на прибыль. При этом все расходы контролируются. Основные статьи расходов для НКО – это, как правило, зарплатный фонд, затраты на аренду помещения, коммунальные услуги и прямая помощь клиентам. Некоммерческие организации контролируются гораздо больше, чем бизнес или частные какие-то предпринимательские инициативы. Так, например, мы сдаем обязательный отчет в Минюст. Он лежит в общем доступе, и из него можно почерпнуть информацию о структуре бюджета организации, то есть о ее доходах и расходах, и информация о руководителях организации. Для некоммерческих организаций аудиторские проверки, которые мы проходим каждый год, являются обязательными. Еще один важный тип проверок, с которыми сталкивается практически любая НКО, это верификация на краудфандинговых платформах. Один из важнейших и самых информативных источников о бюджете организации, о команде и вообще о самой структуре организации – это годовой отчет НКО, который обычно публикуется на сайте.
Надо сказать, что годовой отчет НКО – это не обязательная форма отчетности, но тем важнее, чтобы он был у организации в открытом доступе, потому что это именно тот критерий, который говорит об открытости и максимальной прозрачности. Чем больше данных открыто, тем больше оснований у нас довериться фонду. Из хорошо составленного годового отчета вы можете почерпнуть массу полезной информации о составе команды, о том же бюджете, об основных программах, а самое главное, у вас формируется представление о том, с какой социальной проблемой работает эта организация и каких результатов ей удалось достичь. Я бы рекомендовала обратить внимание на годовой отчет и на соцсети. Они должны быть, и должны быть живыми. После того, как вы посмотрели годовой отчет и соцсети организации, здорово, если у вас появится представление о той социальной проблеме, с которой работает фонд, как успешно он это делает, о сильных сторонах. И главное, чтобы у вас возникла симпатия и желание поддерживать эту организацию. Что еще может помочь вам определиться? Есть такой портал, и оно же крупное социальное медиа, называется «Такие дела». Помимо того, что это крупные СМИ, которые пишут на социальную тематику и делают это очень интересно, это еще фонд для фондов. Что это значит? Это значит, что ребята собрали самые надежные и прошедшие долгую верификацию у них фонды, которым вы можете смело начать помогать сейчас. За что еще мы любим такие дела? После того, как фонд прошел эту верификацию, запустил сбор, вы прочитали все его истории, ребята запускают еще повторные проверки, а еще ребята публикуют очень крутые промежуточные отчеты. То есть вы всегда можете посмотреть, на что же пошли ваши деньги. Начать с главного. Задать вопрос сотрудникам фонда, какая помощь вам нужна сейчас. Потому что если вы придете с какими-то готовыми предложениями, акциями, каким-то своим представлением о том, как будет оказана ваша помощь, в большинстве случаев, к сожалению, оказывается, что эта помощь не нужна тем людям, которым вы хотите ее оказать. Поговорите с сотрудниками фонда, они профессионалы, они очень давно работают с этой социальной проблематикой, и в нашей сфере, как и во многих других, есть такие неочевидные вещи. Например, часто к нам обращаются люди, которые хотят оказать материальную помощь какой-то конкретной семье. При этом на самом деле материальная помощь и финансовая помощь семье без сопровождения социального работника, без психологической поддержки, она не оказывает никакого существенного влияния на ситуацию в семье, а иногда может и очень повредить. Это как подарок, который вам делает человек, который вас очень плохо знает. Не очень большая вероятность, что этот подарок вам понравится. Например, вам подарили классного котика. Оказывается, что у вас аллергия на шерсть животных. И вы и жить с этим котиком не можете, и на улицу выбросить совесть не позволяет. И чтобы найти ему новую семью, вы должны потратить кучу средств и сил. Это вот так выглядит помощь, которая оказывается фонду без учета его реальных потребностей. Такой котик – это путь к взаимному разочарованию. Есть 3 основных способа помочь. И начнем с первого и главного – это пожертвование. Пожертвование – это основа и залог работы фонда. Самые главные для фонда пожертвования рекуррентные, то есть повторяющиеся. Когда сумма даже небольшая, но она приходит каждый месяц на счет фонда, мы можем планировать не только свою текущую работу, но и какое-то свое развитие. По сути, это наша уверенность в завтрашнем дне. Второе. Рассказ о фонде. Это может быть перепосты в соцсетях, лайки, комментарии, может быть живой рассказ вашим друзьям, знакомым, родственникам, коллегам. Все, что вы делаете для того, чтобы у фонда прибавлялось сторонников и прибавлялось людей, которые готовы его поддержать. Так фонд получает новые ресурсы, новых людей. И, кроме того, таким образом вы можете влиять на изменение общественного мнения в отношении той социальной проблематики, с которой работает фонд. У нас есть классный летний проект, называется «Южная дача». И каждый год, к сожалению, не в этом году, мы делаем сбор средств на то, чтобы этот проект состоялся. И в прошлом году мы запускали классную акцию. Называлась она «Лето не в коммуналке». Под этим хэштегом любой из наших подписчиков, знакомых или просто читателей мог оставить историю о своем детстве, о том, как он проводил лето на природе, в деревне, на свободе. И мы получили на эту акцию какое-то невероятное количество классных откликов, живых историй. И это было так здорово, потому что нам писали не только люди, которые знают фонд и поддерживают
удерживают, но и люди, которых просто зацепило это воспоминание, они вернулись на секундочку в свое детство. Если у вас есть машина, и вы активно перемещаетесь по городу, вы можете помочь фонду в качестве автоволонтера. Привезти продукты, доставить семье коляску, забрать кого-то из больницы, просто перевести какие-то вещи из одного помещения фонда в другое – это совершенно бесценная помощь для фонда. Когда волонтеры лично участвуют в программах фонда и работают непосредственно с клиентами фонда, такое волонтерство называется прямое. Примеры, больничные волонтеры, выдача гуманитарной помощи, ассистенты на семейных групповых занятиях. В нашем фонде это программа репетиторов для ребят по школьным предметам. Если вы хотите участвовать в волонтерских программах напрямую, вам необходимо узнать, есть ли такие в фонде и как пройти обучение. Корпоративное волонтерство очень многое дает команде, потому что люди могут потренировать свои социальные навыки, могут проявить лидерские качества. Организация же корпоративное волонтерство помогает решать проблемы, связанные с удержанием персонала. Корпоративное волонтерство сегодня – это во многом профилактика выгорания, а еще это про лояльность сотрудников. Все больше сотрудников ориентируются в выборе своего места работы, основываясь на том, есть у них какие-либо социальные программы или нет. Про боно – это такой профессиональный вид помощи НКО на безвозмездной основе. Это могут быть юридические услуги, услуги в переводе, дизайнерские, IT-сфера. Идея в том, что у организации, у бизнеса есть опыт и компетенции, которые могут быть очень полезны НКО. Идея достаточно простая. Людям нравится, когда им дают выбор. Чем им помогать? Деньгами, своим временем или, например, сдавать кровь. Иногда у людей возникает дилемма. Ведь помогать людям, попавшим в беду, должны профессионалы. А что тогда делать мне? И тогда на помощь приходит волонтерский фандрайзинг. Вообще плюсов волонтерского фандрайзинга много. Во-первых, он учитывает ваши хобби. Можно печь, можно заниматься спортом. Потом он может быть индивидуальный, а может быть командный. И когда это команда, вообще классно, потому что возникает соревновательный такой эффект. А еще можно привлекать партнеров, клиентов, друзей. Волонтерский фандрайзинг – одна из моих любимых форм. Почему? Потому что это могут быть тематические вечеринки, дни рождения, праздники, совместные просмотры с друзьями кино, концерты, челленджи. И вот это вот все можно сделать очень легко, следуя шагам, которые расписаны на платформе «Пользуясь случаем». На платформе «Пользуясь случаем» есть специальная инструкция, которая поможет вам, следуя очень простым и четким шагам, сделать ваше мероприятие в пользу выбранного вами фонда. Алгоритм простой. Вы выбираете событие, заводите его в форму, а потом приглашаете друзей. Потому что мы классные. А если серьезно, то если вы только собираетесь развивать корпоративное волонтерство, то мы поможем вам начать, потому что мы откровенно ответим на все каверзные вопросы, не будем избегать сложных тем и дадим честный фидбэк, который поможет вам эффективно выстраивать дальнейшие отношения со всеми фондами-партнерами. А если у вас уже есть программа корпоративного волонтерства, то мы вместе можем подумать, как сделать ее еще эффективнее и интереснее. Корпоративное волонтерство – это классный инструмент работы с персоналом, потому что люди любят помогать, они получают от этого удовольствие. И круто, когда то, что происходит, то, в чем принимают участие сотрудники, еще и приносит реальный ощутимый эффект людям, которым они хотят помочь. А еще мы интересно рассказываем про морально-этические проблемы в нашей работе, которые на самом деле касаются каждого. Про важное о ненужных вещах, которые вы хотите отдать благотворительному фонду. И про концепцию безопасного пространства. Если вы однажды услышите про нее и примете, то это изменит абсолютно все взаимоотношения в вашей жизни, как личные, так и профессиональные.